Добрый день, с вами Аграфена, мы канал Магии и Колдовства. Подробно обо мне можно узнать из статей в интернете. Есть Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм канал, где я публикую ритуалы и случаи из жизни. Сегодня у меня гадание, как обычно, по неделям на астрологические аспекты воздействия на жизнь каждого из знаков. Первая половина знаков зодиака 12-18 августа. Итак, рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. На нас влияет не только астрологические влияния, также есть родовая история и работа магией, оккультными науками. Сейчас мы изучаем только астрологическое влияние, которое может быть общим для всех, какие-то нюансы отдельно для знаков. Итак, рыба. Рыба входит риск, который оправдается. То есть вам кажется каким-то безумием, оказалось не безумием, а вполне реальным и полезным делом. То есть вы пересмотрели свое как бы, ощущение и поняли, что вы рисковали не зря. То есть этот риск оправдался. Вообще второй старший аркан. Прям какая-то важная неделя для рыб. Солнце светит в вашем финансовом доме. Это говорит о том, даже если вы не учитесь и не работаете, процветание в области ваших денег, обучения, повышение статуса, открытие нового бизнеса, особенно для тех, кто связан с просвещением, со славой, также солнце, любовь на работе, бизнес, деньги от профессиональной деятельности, связанной с семьями, то есть любого рода люди, которые должны работать с людьми. Да, солнце, король пентаклей. Вот он социум, надежный партнер, надежный помощник. Это родственник, друг, залог ваших каких-то финансовых операций, финансовый какой-то советчик, советник, друг. Карта шестерка кубков для здоровья. Также отличная карта. Особенно говорит, все вы поддерживаете в том же самом виде, в котором и до этого. То есть это одна из карт, где вы хорошо знаете ваш организм. И даже если у вас есть какие-то разлады здоровья, то вы их знаете, как их поддерживать. Еще один надежный мужчина. В вашей личной жизни стабильность, планы, определенность, знакомство с мужчиной, который вносит эти планы, определенность, приезд, знакомство. Если вы в семейной жизни, то это уже ваши какие-то совместные планы, покупки, устройство быта. Прям супер! У рыб особо удачная неделя. Успейте решать ваши вопросы, деньги. Причем это деньги семейные, подарки, возможно, какие-то даже наследства, депозиты, деньги, надежные люди, финансовые решения, которые принесут вам стабильную прибыль, разовую, не разовую. Одним словом, обратите внимание, рыбы. Овны. А вот у овнов пятерка чаш, возврат. Но этот возврат связан с тем, что вы еще должны что-то друг другу сказать, разборки какие-то. Также это возврат, который не приносит радости. Да? Тут горшки побиты, вас в прошлом что-то не устраивало, но вы вынуждены опять встретиться. Давайте посмотрим. Это может также не только сфера любовная быть. Это может быть что-то вам придется доделывать в смысле работы. Так, по работе, по вашим финансовым делам, даже если вы не работаете, карта правосудия перевернута. Что-то не в вашу пользу. Не рискуйте, не открывайте, допустим, дела какие-то, связанные с деньгами. Потому что эта сфера дает сбой. Вы сами также можете наломать дров или выбрать не того специалиста по правосудию. Не устраивайте конфликтов, потому что вот явно, что еще и карта Луны в социуме, явно, что
вы сталкиваетесь с какой-то непонятной, мутной ситуацией. Обратите внимание, люди, которые набиваться вам будут, друзья, подозрительные, двуличные, ошибки, вот любые обращения в казенные дома, вам обязательно где-то там что-то, ляпсус, что-то не запишут, как-то исковеркают, какую-то ошибка будет внесена. Эти люди также высока вероятность столкнуться с мошенниками. Кстати, если по деньгам, не правосудие вам не сможет помочь. Ого, прям третий старший аркан. Маг. Но зато здоровье отличное. Также это любое расстройство ваше, оно связано с вашим внутренним состоянием. Маг это тот, кто лечит 4 стихиями, то есть ванны, массажи, травы и так далее. Ну, это можете быть вы сами, просто подчиняете своей воле, знаете свой вот организм так, чтобы им управлять. А также карта, даже если у вас сложное тяжелое заболевание, обращайтесь к мужчине, к молодому. Еще маг это тот, кто не оперирует. То есть не спешите делать операции. Карта в личной жизни. Тихая, спокойная жизнь. Поездка за город. Без страстей, скорее такое медленное сближение. Если у вас уже есть семья, отношения, брак, это совместный отдых. Будете посещать какое-то приятное место. Ой-ой-ой. Туз мечей. Заканчивается неожиданным разворотом. Я так понимаю, что он касается изменений резких ситуаций и все равно больше указывать на ваши какие-то денежные дела. То есть следите за кошельком, следите за людьми, которые вас на что-то уговаривают подписаться, потому что вот эта ситуация, она очень быстро развивается, связанная с деньгами. Наши тельцы, теленочки. Теленочки, а теленочки себе работают, куют денежку до изнеможения, да, вместо того, чтобы поотдыхать, а им все хочется ковать и ковать. По работе, по денежным делам приходится на что-то закрывать глаза, неприятные люди, уступки какие-то взаимные, компромисс, но пока вы закрываете на это глаза. О, Верховный Жрец. Социально попадете в общество Верховных Жрецов. Это прохождение ритуала, присутствие на какой-то очень важной церемонии, подписание какого-то важного контракта. Также это может касаться любого рода отношения с какими-то вашими родственниками. Вплоть до там каких-то серьезных документов, получение гражданства, какого-то национальности, принадлежности к каким-то узко ограниченным группам людей. Также о получении статуса нового какого-то. Хорошее состояние здоровья, вы все делаете по плану, все идет так, как говорит, следит за вами. То есть умный, опытный врач, прогнозируемая ситуация, обследование, которое дает позитивные результаты. Такое все по уму. Умеренность в отношениях. У вас такое затишье. Если у вас семейные отношения, тихая, спокойная жизнь, вы хорошо знаете друг друга и находитесь в вот таком вот балансе. Если вы одинокий, свободный телец, то у вас нет всплеска эмоций. Вы к этому вопросу очень так подходите спокойно, равнодушно. То есть, скорее всего, что тут нет начала каких-то отношений, всплеска. Еще карта говорит, что разрыв, повешенный, перевернутый, с некими людьми вы, по сути, отказываетесь общаться, причем по старшему аркану, как будто, так вот, пришла пора уже прощаться, и разрыв инициируете вы. Разрыв этот, я вижу, это все-таки связано больше вот с вот этой работой, потому что тут негативная карта, самая такая.
Кому-то скажете, нет, я вас больше не обслуживаю. Разрываем, наш контракт закончен, пока-пока. Так, дальше. Наши близнецы. Друг, веселье, любовник, родственник, веселое времяпровождение, водка, пей, земля, валяйся. А по работе деньги, денежная сфера, получение наследства, большая сумма денег. Это может быть, если вы не учитесь, работаете, это ваш, как что-то продали, вступили в наследство, нашли деньги в кармане. Но это крупная сумма. Получение прибыли от какого-то депозита. Удачная сделка, если вы бизнесмен. Вообще это крупная сумма денег, которая сопутствует подписанию каких-то бумаг. То есть, или это на карту. Деньги на карту. Хлопоты, веселье, тусня, связанная с друзьями. То, что любит у нас любят это близнецы. Состояние здоровья, недолеченность, органы пищеварения и кровообращения. Оно возвращается, вы его не долечили. Ну, в общем, долечивайте. К счастью, ничего нового. Но это не такая уж и проблема. Вспомните вашу хронику. Состояние в личной жизни, императрица. Ну, мужчинам, близнецам это такая женщина, которая вас будет строить, подавлять. Знакомство с такой дамой. Ну, для мужчин это нагрузка, должный характер. Для женщин это вы сами пытаетесь продавить эту ситуацию как-то слишком жестко. Она вами, вы не можете ее управлять, потому что карта перевернута. Вы так, вам кажется, что вы можете так надавить. Зато у вас финансовая стабильность наметилась, какие-то постоянный приход денег и с женщинам знакомство, с мужчиной. Или это также у вас сотрудничество с ним. Планируемые отношения, где-то даже скучные, но зато предсказуемые. Мужчина знака Пентаклей может быть такой вот молодой какой-то, относительно вас. Так, наши раки. Раки, скука. Раки, они любят, да, накручивать себя в данный момент, что-то затягивается, не идет так быстро, как вам бы хотелось, и вас это нервирует уже. Это прям по работе, по деньгам, выгодная сделка, верховный жрец. Сейчас часто это начало нового дела с оформлением, получение лицензий, подписание договоров, контрактов. Новый вид деятельности выше, в котором вы выступаете, скажем, верховным жрецом на высоком статусе. Часто это знакомство, любовь на работе. Выход из кризиса. Так, по социуму. Ну, вас много говорят интересного, и до вас дойдут какие-то сплетни. Они могут тоже касаться и не только вас, а какого-то вашего окружения. Все, что-то узнаете новое о ваших окружающих. Так, состояние здоровья, кровь мечей. Ну, у вас, если обследование, то есть заставить немножко вас понервничать. Возможно, обращение к какому-то малая хирургия, какой-то укол, какой-то зуб, прокол. Вообще король мечей это и напряженное состояние, и какое-то и тревожность. И некие невралгии, что-то быстро проходящие боли. Да, болезни ветра, сквозняков, что там невралгии, они быстро проходят. Зато всадник мечей, какой-то парень, женщинам, такой очень проницательный, болтливый, опытный, знающий, но он пытается залезть на вашу территорию. Всадник, он такой, любит покритиковать. Знакомство, продолжение отношений, где вы должны быть готовыми к такому вот, ну, такому нахабистому парню. Конец недели, 9 кубков. Чувствуете, как уходит ваше какие-то чувства или какой-то интерес пропадает. Недоверие, может быть, возникает. Это также вот. И для мужчин, и для женщин.
Ну, тут больше работа, денежки вам. Такие вот. Остальное болтовня и критика критикующих. Критика критикующих. Научились разговаривать с ними, раки, да? Пошел вон, я все знаю про тебя. Левушки. Левушки, императрица. Левушки пытаются продавить ситуацию, а она не идет. Никак. Хоть вы мужчина, хоть вы женщина. Императрица сама не управляет, да, передавить не получится эту ситуацию, переломить. Вы не управляете ей. Также мужчина. Перевернутую императрицу управлять не удастся. Вот она все время будет делать что-то свое. По работе прям болтовня, беготня, тусовка, что-то ничего серьезного. Если вы ищете работу, это болтологи, которые вам, с ними связываться бессмысленно. Если вы хотите решать финансовый вопрос, то уже обратите внимание, что это люди не имеют земли под ногами. Вот оно, болтливое, веселое с ними. Хорошо проводить время, но не решать вопросы. Иллюзия, мечты, подача себя. То есть это в вашем окружении вы попадете на какую-то отвусиню, будете светиться, вот показывать себя с лучшей стороны, создавать иллюзию, как львы и львицы это умеют. Такая она прекрасная, сверкающая, вся в брызгах, вся в искрах, блестках. Ну вот, блистать будете. Как говорится, есть возможность, блистайте. По состоянию здоровья звезда перевернута. Неясность какая-то может возникнуть, особенно если у вас обследование или некая болезнь. Сразу скажу, что в течение болезни она быстро не пройдет, если у вас сейчас что-то непонятно, и разобраться в этом будет еще непросто. Для остальных это просто печаль такая. Если у вас сейчас нет вот этого вот разбирательства по поводу какой-то текущей болезни. Перевернутая звезда — это всегда про душу, какой-то скучно, непонятно, что впереди, ба-ба-ба. Легкая такая депрессия от звезд. Состояние в личной жизни, вестник мечей. Раздражительность. Какие-то молодые партнеры. Если в семейной жизни вы споры из-за детей, критика друг друга, наводите критику, ищете обоснования. Вот дрязги. Крупная сумма денег. Вот откуда она берется, прям загадка. Сейчас мы посмотрим. Ну, откуда-то вы ее... Туз Пентаклей, по сути, это всегда деньги, которые вы... Есть какая-то предыстория, явно она не вкладывается в эту неделю. Не показано, откуда она. То есть, скорее всего, что это вы этим занимались долго перед этим. Туз Пентаклей все медленные у нас. Уедете в новый дом, купите, приобретете, получите крупную сумму денег. Может быть, какое-то наследство. Вот так. С вами была Аграфина. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.